Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Венгрия и США готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, включая покупку ядерного топлива. Борис Анидович, прокомментируйте, пожалуйста, эту резонансную новость. И нет ли у вас информации, а что там с лицензией для работ по строительству на АЭС ПАКШ-2, который должен вести Росатом? Я предлагаю отбросить немножечко в сторонку все политические дрязги, потом отдельно на них посмотрим. Одна из новостей в нашей вот этой сверхкороткой неделе, то, что государственный регулятор Венгрии выдал Росатому полную лицензию на начало строительства. Лицензий при строительстве атомных электростанций много. Сначала лицензируется технология, затем лицензируется площадка после всех инженерно-геологических изысканий. И в последние годы иностранные заказчики выдают отдельные лицензии на заводы, участвующие в поставках оборудования. Что мы тоже наблюдали. Инспекции венгерских заказчиков побывали на наших машиностроительных заводах, на наших топливных заводах. Все аккуратно проверено. И вот окончательная выдача лицензии. Она не последняя. Это право на строительство здания ядерного острова, турбинного зала, всех необходимых зданий для хранения свежего ядерного топлива и так далее. То есть можно приступать к полномасштабному строительству. Срок тоже указан с 1 января 2026 года. Это касается строительства двух реакторов ВВР 1200 для атомной электростанции ПАКШ, которую время от времени теперь стали называть ПАКШ-2. ПАКШ-1, в 80-е годы построены 4 реактора ВВР-440, работает безукоризненно, но подходит срок эксплуатации, будут продлевать, не будут продлевать. Венгрия, на мой взгляд, совершенно логично решила перестраховаться. Если не удастся продлить по решению государственного регулятора в Венгрии, как и в любой другой стране, в соответствии с требованиями МАГАТЭ от правительства не зависит. То есть, если он решит, что технически это нельзя сделать, значит, надо будет останавливаться. На этот момент нужно что-то иметь про запас. Выбор в пользу ВВР-1200. Арифметика не сильно сложная. ВВР-440 4 раза по 440 мегаватт электрической мощности, 1760 – это то, с какой общеустановленной мощностью атомная электростанция ПАКШ-2 работала до 2009 года. Сейчас она работает на другой мощности, и мы плавно переходим к тому самому загадочному соглашению, которое собираются подписывать с США. Будет это соглашение, меморандум, обязывающий контракт, пока никто не знает. Переговоры Орбана и Трампа должны начаться сегодня, 7 ноября, в красный день календаря. Какие будут результаты, очевидно, узнаем чуть позже. Почему я смотрю на это скептически? Во-первых, переход на новое топливо оправдан в том случае, если топливо не хуже. Логично. Не хуже и с точки зрения физики, с точки зрения ядерной безопасности и с точки зрения экономики. Что происходило на атомной электростанции ПАКШ-2? Потому что если сейчас заглянуть в базу данных МАГАТЭ, база ПРИС, то мы обнаруживаем, что установленная мощность атомной электростанции ПАКШ 2000 мегаватт, а не 1760. Увеличена она, простите, на 15%. Шагали к этому порядка 15 лет, шаг за шагом, как в атомной энергетике положено, помня о том, что заповедь номер 0 – это безопасность. Начали с того, что немножечко, поджали турбины. Увеличили их мощность. Это 90-е, начало нулевых. Абсолютно спокойно, никакой политики не присутствовало в этом. Надо отдать должное венгерским специалистам. Они очень внимательно следят за развитием атомной энергетики. Они регулярно бывают на том же Гидропрессе, который раз в 2 года по-прежнему проводит международные семинары по безопасности реакторов типа ВВР, то есть наших реакторов. И еще одна отличительная особенность атомной электростанции в Венгрии: за все это время не было ни одного ядерного инцидента. Есть так называемая шкала ИНОС, 0 – это 0, 7 – это Чернобыль. Вот такая градация там. Все, что имелось за это время на атомной электростанции ПАКШ – 0. Надежно,
проверено многократно. Все новинки венгерские специалисты изучают вместе с нами, так скажем. Начиная с 2002 года начался переход на новый вид топлива. Больше обогащения по делящемуся изотопу уран-235 постепенно один блок за другим выводили на новую тепловую мощность. То есть, если паспортная, так скажем, 1375 мегаватт тепловая, из них 440 электрическая, то сейчас с 2009 по 2012 год все 4 реактора были переведены на тепловую мощность 1485 мегаватт, то есть плюс 8%. С учетом того, что было сделано в турбинном зале, рост на 15%. Вот теперь давайте думать, о каком топливе могут говорить представители Венгрии с замечательным мистером Трампом. Да, топливо для ВВР-440 шведский завод американской компании Westinghouse действительно поставляют. Оно работает уже в реакторах Ровенской атомной электростанции. Его собираются закупать Чехия. Пока результатов его работы мы не видели. О том, что удастся увеличить на 8% мощность, тепловую мощность реактора, ну, большие сомнения. Для Westinghouse это первый опыт производства топлива для ВВР-440, и поверить, что они смогут достигнуть тех же результатов, которые добился Росатом, а Росатом с ВВРами-440, будучи еще Министерством среднего машиностроения, работает с 70-х годов прошлого века, ну, у меня лично большие сомнения. Точно так же, как у меня большие сомнения, что в Венгрии будет выгодно перейти на то топливо, которое заставит их потерять 8% мощности. 8% мощности, когда речь идет о таких числах, которые мы видим на атомной электростанции ПАКШ, это много. 160 мегаватт установленной мощности потерять для того, чтобы понравиться мистеру Трампу, ну, может быть. Тут я, конечно, не советчик, но просто констатирую как факт. Если они перейдут на топливо Westinghouse, они потеряют 8% мощности. Выгодно это или нет, сказать сложно. Но Венгрия сейчас находится действительно в такой ситуации, когда можно идти на какие-то уступки для того, чтобы выиграть, так скажем, стратегические какие-то вещи. Многие говорят о том, что Орбан едет за разрешением Трампа покупать российскую нефть, российский газ, но это неправда. Правда заключается в том, что это разрешение было выдано мистером Байденом, а мистер Трамп просто его не отзывает. Это ничего нового, это хорошо забытое старое. То есть сейчас для того, чтобы в Венгрии все было в порядке, Трампу надо ничего не делать. И все будет хорошо. Что касается проекта строительства атомной электростанции ПАКШ-2, то здесь было специально получено разрешение проводить счета через Газпромбанк. Не будет никаких, так скажем, санкций со стороны Министерства финансов. То есть то, с чем столкнулся Росатом при строительстве атомной электростанции Аккую в Турции, здесь предусмотрительно вычеркнуто. Так что удастся Орбану? Будут ли какие-то переговоры по поводу топлива, или будет очередной меморандум, после чего нужно будет долго и самым тщательным образом изучать, что же предлагает Westinghouse для реакторов ВВР-440. Та же Чехия на контракт по этому топливу пошла после того, как в 2019 году была загружена пробная партия тепловыделяющих сборок от Westinghouse. 2 года они находились в активной зоне реактора, 3 года шли после реактора на исследование, после этого пошли на контакт. Если Венгрия предложит тот же алгоритм, ну, Трамп уже не увидит, когда все это закончится, находясь на посту президента. У него как-то и срок к этому времени иссякнет. Но будет крайне занимательно. Что касается поставок нефти, у Венгрии действительно нет других вариантов. Есть гипотетическая какая-то возможность получать через Словакию, но для этого нужно строить новые нефтепроводы. Венгрия денег тратить совершенно не хочется. Это не ее инициатива отказаться от российской нефти. Они прекрасно помнят, что вот заводы в Венгрии изначально строились из расчета того, что будет перерабатываться нефть марки «Юралс».
Тут одновременно возникает два момента. Во-первых, нужно решить, по какому магистральному нефтепроводу можно будет поставлять нефть и сколько этот нефтепровод будет стоить. И второе, найти где-то на мировом рынке марку нефти, которая более-менее совпадает с маркой Urals, найти свободные такие партии, что, в общем, достаточно сложно. Максимально похожая по составу нефть имеется на одном из месторождений Норвегии, но там уже все расписано. Венгрия отнюдь не первая отказалась от российской нефти, соответственно, эту нефть разобрали. Можно идти на закупки нефти от других производителей. Достаточно полно совпадает по качеству нефть марки Iranian Heavy. Но здесь тоже как-то мистер Трамп какие-то дополнительные сложности вызвал. Тяжелая высокосернистая нефть из битумозных пластов Венесуэлы тоже прекрасно подходит. Но и здесь на пути нефти находится все тот же мистер Трамп, который где-то там в морях и океанах ловит загадочных поставщиков наркотиков. Так что Орбану будет что сказать мистеру Трампу, будет что спросить у мистера Трампа. Где взять похожую нефть, как ее доставить до Венгрии. Может быть, конечно, в голове у несостоявшегося лауреата Нобелевской премии мира есть какой-то загадочный лабиринт, который позволяет все эти проблемы решить, но будет крайне занимательно. Кроме того, есть и вопрос с газом. У Венгрии действующий контракт с «Газпромом» до 1934 года, 8 миллиардов кубометров газа в год, годовое потребление в Венгрии в пределах 9 миллиардов кубометров. Есть немножечко собственной добычи. Менять поставщика – вопрос. СПГ не получится. Я думаю, что первое, чем придется заняться господину Орбану, объяснить мистеру Трампу, что у Венгрии нет морского берега. Это фантастическая история. Как такое могло произойти, никто не понимает. Вероятнее всего, в этом Путин виноват, но вот факт остается фактом. У Венгрии нет выхода к морю. Некие услуги предлагает неистовая Польша. Мы готовы поставить огромное количество СПГ. На вежливый вопрос Орбана, но годовая мощность регистрационного терминала в Свиноujсце 5 миллиардов кубометров. Что вы можете поставить? Как вы можете поставить? Через Словакию. Прекрасно. Сколько? Польша пока затрудняется с ответом на этот вопрос, затрудняется с ответом на вопрос, насколько это будет регулярно, какими могут быть ценовые параметры, пока ответов на эти вопросы нет. Соответственно, в Венгрии к мистеру Трампу будет все тот же вопрос. Не может ли вы предложить какой-то другой вариант? Мы на него, конечно, сразу согласимся, если он будет хоть как-то совпадать с реальностью, а не с тем, что происходит в вашей замечательной голове. Если под то, чтобы подсластить пилюлю, Трамп ведь все-таки вынужден будет согласиться, что действительно нет морского побережья у Венгрии. Может быть, он будет сопротивляться, но после изучения глобуса. И, может быть, вот тут в качестве какой-то уступки начало переговоров с Вестингаузом о поставках некоего ядерного топлива. В том сообщении, которое вы зачитывали, конкретики, о каком ядерном топливе идет речь, нет. Можно теоретически предположить, что речь идет о топливе для еще не начавшихся реакторов ВВР-1200, но здесь большая проблема в том, что кроме Росатома топлива для ВВР-1200 пока никто не делает. С другой стороны, это замечательный повод сказать, что мы у Вестингауза купим топливо для ВВР-1200. Подождем, пока они его научатся сделать, проверим, и после этого обязательно начнем закупать. Так что, мне кажется, разговор будет крайне занимательным. Если бы это давали в прямой эфир, мы бы получили наверняка много удовольствия. Борис Леонидович, а что будет со старыми, в кавычках, реакторами 440, если их не будут останавливать, и Росатом все-таки продлит их срок службы? В этом случае Венгрия станет самой зеленой страной Европейского Союза. На день сегодняшний установленная мощность ПАКШ 2000 мегаватт, это порядка 40% спроса на электроэнергию внутри Венгрии. Если к этому добавятся два реактора ВВР-1200 и еще 2400 мегаватт, ну, очевидно, что это будет где-то уже под 90%, если не вырастет спрос за это время. И вот из этого зеленого далека Венгрия может смотреть на всех окружающих ее европейских соседей сверху вниз.
Но мы, конечно, по крайней мере, я точно буду внимательно следить за тем, как будет идти строительство ПАКШ-2. Понятно, что количество заинтересованных остановить этот проект юридических и физических лиц более чем достаточно. Наверняка будут и палки в колеса вставлять. А вот что на строительной площадке перебывают все проверяющие органы, какие только могут быть, не только МАГАТЭ, но и, не знаю, общество зеленых ежиков из Гренландии тоже приедет проверить, все ли в порядке. Но тем интереснее. Многие со скепсисом относятся к словам, которые время от времени повторяет генеральный директор Росатома Алексей Лихачев о том, что атом сближает. Но мы сейчас действительно наблюдаем крайне интересную ситуацию. Росатом зимой этого года, в феврале, в марте, очевидно, начинает строительство атомной электростанции в стране, входящей в экономический блок Евросоюз, в военный блок НАТО, во время разгула антироссийской истерии Росатом спокойно, уверенно продолжает выполнять те договорные обязательства, которые у него есть. Венгрия делает ровно то же самое. Поэтому наблюдать за этим будет крайне интересно. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор.ру. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.